В каждой древней культуре, от античной Греции и Рима до Египта и Китая, секс играл важную роль. Исторические документы подтверждают, что древние предки современных греков, в отличие от сегодняшних, всегда были готовы к сексуальным отношениям. Дальше мы расскажем, как греки предохранялись, почему целовать жену было позором, и почему невесту одевали мальчиком, а пока поговорим о том, что ели греки и их отношении к некоторым продуктам. В античные времена большое значение придавалось натуральным афродизиакам за их способность обогащать сексуальную жизнь. Этимология слова «афродизиак» непосредственно связана с именем Афродиты, древнегреческой богини любви и красоты, что подчеркивает их важность в культуре того времени. Древние греки активно экспериментировали с разнообразными травами и пищевыми продуктами, известными своими свойствами усиливать желание. Расскажу немного о этих продуктах. Мед считался сильным афродизиаком из-за его питательных свойств и часто использовался в различных любовных зельях. Инжир ассоциировался с плодородием и любовью, его часто упоминают в контексте сексуального влечения. Орехи, включая грецкие, которые в Греции, к слову, называются кориди, а также миндаль, были популярны за их способность повышать сексуальное желание. Морепродукты, особенно устрицы, которые до сих пор считаются афродизиаками, использовались для усиления либидо. Умеренное потребление вина также считалось способствующим возбуждению, хотя чрезмерное его употребление могло иметь противоположный эффект. Эти продукты использовались в различных сочетаниях и формах, включая приготовление пищи, напитков и любовных зелий, чтобы стимулировать сексуальное желание и улучшить сексуальные отношения. Помимо обилия свободного времени, ключевую роль в их интимной жизни играла диета. Основным компонентом этого рациона было оливковое масло, которое, по утверждениям, превращало мужчин в сексуальных гигантов. Данный факт нашел подтверждение в исследовании, выполненном Урологическим институтом в Мадриде. Регулярное потребление оливкового масла в сочетании с ликопином, находящимся в помидорах, способствует повышению сексуального влечения у мужчин. Разумеется, наша задача не состоит в создании энциклопедии древней жизни. Мы расскажем о нескольких странных, на сегодняшний взгляд, сексуальных обычаях древних греков. И начнем мы с контрацепции. В общем, использование контрацепции в браке не поощрялось. Ведь основная задача уважаемого греческого гражданина заключалась в укреплении и расширении его семьи. Тем не менее, секс вне брака в Древней Греции был обычным делом, и поэтому вопрос контрацепции оставался актуальным. Для снижения вероятности зачатия мужчинам рекомендовалось употреблять гранаты и финики перед половым актом. А вот женщинам греческие медики предлагали более необычные методы. Один из советов доктора Сарануса звучал так: после полового акта женщине следует задержать дыхание, откинуть тело назад, чтобы семя не могло проникнуть внутрь, а затем быстро присесть и чихнуть. Интересная традиция связана с поцелуями. Целоваться в губы с друзьями в качестве приветствия было распространено и воспринималось как норма. По этой традиции, кажется, советские лидеры нашли вдохновение у древних греков. Однако публичные поцелуи с женщинами, и особенно с собственными женами, считались крайне неподобающими. Мужчину, который позволял себе такое поведение, могли расценить как слабовольного подкаблучника, неспособного удержать свои страсти под контролем. Единственным исключением из этого правила, кроме интимной обстановки, был момент, когда грек возвращался домой и целовал свою жену, чтобы проверить, не выпила ли она в его отсутствие. Действительно, публичный поцелуй с женой мог быть воспринят как обвинение в алкоголизме. Проституция в Древней Греции признавалась во всех ее проявлениях, включая однополые отношения, и играла значительную роль в социальной жизни. Было распространено мнение, что она способствует снижению агрессии и негативных эмоций среди молодежи, а также предоставляет возможность для культурного досуга взрослым гражданам.
Возможно, в этом утверждении есть доля правды. Проституция настолько вписалась в повседневную жизнь, что существовали даже государственные бордели, где цены были ниже, чем у частных проституток. Для более состоятельных и знатных клиентов предлагались услуги девушек-эскорт, схожие с ролью гейши в Японии. Эти женщины не только удовлетворяли физические потребности, но и сопровождали своих клиентов на общественные мероприятия, вели зачастую интеллектуальные беседы. У каждой такой девушки был индивидуальный контракт, и количество ее партнеров было строго ограничено. Важно не смешивать понятия эскорт-девушек и гетер. Гетеры занимали уникальное и престижное положение в древнегреческом обществе, выступая в роли высших жриц любви. В современных терминах их можно было бы назвать светскими дамами высшего общества. Гетеры самостоятельно выбирали себе покровителей, руководствуясь личными чувствами, и вели активную общественную жизнь. Эти женщины обладали правами и свободами, недоступными обычным греческим женам, которые, как правило, не имели права выходить в город без сопровождения. Интересной особенностью культуры Древней Греции являлось открытое изображение гениталий и сексуальных актов. Изображение фаллоса, символизирующего фертильность, часто можно было увидеть на входе в жилище, где оно считалось талисманом, привлекающим благосостояние. Подобная практика сохраняется и сегодня в культуре Бутана. Относительно греческих скульптур, они изначально изобиловали точными анатомическими деталями, в том числе и половыми признаками. В отличие от того, как их часто представляют сегодня, в чистом белом мраморе, первоначально статуи были ярко раскрашены, что придавало им еще большую жизненность и реалистичность. Греки искренне верили, что нет ничего лучше грандиозной городской оргии во время праздника. Особенно ценились Дионисии, фестиваль, посвященный Дионису, богу вина и плодородия. В честь бога устраивались пышные шествия, которые и дали начало выражению «с большой помпой». Во время этих торжеств молодые девушки несли вино и хлеб в фаллической форме в качестве подношений, а юноши демонстративно несли огромные фаллосы. После того, как вино выпивалось, а хлеб съедался, символические фаллосы также находили свое применение. Симпозиумы являлись еще одним замечательным способом для древних греков отметить события или просто пообщаться. Теперь вы, возможно, будете слегка улыбаться при упоминании современных ученых, отправляющихся на симпозиум, ведь в античные времена это слово обозначало веселую встречу, где участники лежали вокруг заставленных вином и закусками столов. Гетеры и эскорт-девушки также были частью этих собраний, и легко представить, как такие вечера обычно завершались. Традиция одевать невесту мальчикам была распространена в древней Спарте. Местные обычаи были настолько строгими, что перед свадьбой невесте сбривали волосы и одевали в мужскую одежду, прежде чем она была предоставлена жениху. Ученые предполагают, что такой подход облегчал жениху привыкание к своей новой и необычной супружеской роли, учитывая, что греческие молодые люди часто впервые сталкивались с сексуальным опытом в однополых отношениях. Изнасилование в те времена не считалось преступлением. В древнегреческой мифологии действительно было распространено изображение похищений и насильственных актов в отношении женщин, что могло отражать определенные аспекты общественного отношения к этим явлениям в реальной жизни. Такие действия порой рассматривались как проявление страсти, сравнимые с деяниями Зевса, верховного бога греческого пантеона, известного своими любовными приключениями. Однако прелюбодеяние, особенно если дело касалось жены другого мужчины, рассматривалось как серьезное преступление, подлежащее строгому наказанию, иногда даже смертной казни. Это подчеркивает особую ценность брачных уз и чести семьи в древнегреческом обществе. В такой ситуации замужество считалось надежной защитой для женщины от несанкционированных действий. В качестве альтернативы некоторые женщины могли выбрать жизнь жрицы любви,
что предполагало другой вид социального и сексуального взаимодействия. И в заключении можно сказать, что Древняя Греция представляет собой интересное переплетение культурных традиций, сексуальных обычаев и социальных практик. Мы увидели, как афродизиаки, симпозиумы и свадебные обряды показывают уважение греков к любви, плодородию и межличностным отношениям. Важность проституции и роль гетер подчеркивают сложность их взглядов на сексуальность. Открытое изображение половых органов в искусстве и символизм фаллоса говорят о свободном отношении к сексуальному выражению. Эти особенности культуры Древней Греции не только показывают ее богатство и разнообразие, но и продолжают вдохновлять нас сегодня, напоминая о вечных ценностях любви, красоты и человеческих отношений.